Всем привет! Сегодня расскажу про свой опыт, а именно два варианта использования антифризов. Один хороший, вот он передо мной, а другой плохой. Передо мной его нету, но фотку я его поставлю для наглядности. Пока подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, ставим палец вверх. Итак, что происходит, когда вы используете плохой антифриз? По порядку. Сейчас я уберу этот, потом посмотрим. У вас начинает сперва, как у меня, я вам расскажу. Вот здесь вот тройник течь и обламываться штуцер тройника узкий. Потом штуцер бачка. Далее здесь находится вторая помпа за двигателем, вот в этом районе. Она выходит из строя, ее клинит. Далее здесь находится основная помпа. На двигателе образуются красные камни. Далее у меня потек корпус термостата в сборе. Далее приемная труба. И обломались штуцера на приемной трубе. Сейчас у меня в машине, к сожалению, залит плохой антифриз. Цвет я вам его покажу. Цвет его красный, на минимуме. Доливать я его не буду. И заливать в эту машину, в другие марки машин я никому не рекомендую. Так как вы столкнетесь с тем, что вам необходимо будет заменить это. Единственное, что я не менял в этой машине, это радиатор. Аналогичный антифриз, но только концентрат. Я делал замену в эту машину, но когда один из роликов вышел из строя, потом по цепочке мне пришлось поменять помпу основную. Весь новый антифриз пришлось вылить, слить. Я взял красный антифриз, который у меня сейчас залит. Я его заливал постоянно, когда у меня что-то ломалось. И я менял вот так вот по кругу. То есть после замены красного антифриза я столкнулся с той проблемой, что у меня начала система охлаждения выходить вся из строя. То есть это покупал, там, и вот так вот все по кругу. Проблема в том, что этот антифриз достаточно сложно купить, и он в очень малых количествах продается, он не популярен, о нем никто не знает, также его цена. Я позже буду делать замену, покажу вам, какие возможны варианты по замене. Подписывайтесь на канал, там смотрите, потом будет видео. У меня это не одна канистра куплена. Их намного больше, это просто я поставил одну канистру, чтобы вам показать, не более того. Далее, почему другой антифриз так сильно повлиял на систему охлаждения, на прокладки, на вот этот пластик сам. У них разная составляющая, разные добавки. То есть вот этот антифриз, он более качественный, он не допустит, в его составе, точнее, нету таких присадок, которые съедают пластик и разрушают его структуру. Также прокладки, уплотнительные кольца и так далее. Это немецкий антифриз. Выпускает его вот эта вот фирма. Подходит он к следующим маркам автомобилей. Данный антифриз G30 можно использовать для всего модельного ряда Porsche по 2010 год включительно. Здесь написано 1996 и выше, но только по 2010. С 2011 там идет уже другой антифриз. С 2018 тоже другая марка антифриза. Они меняются. Смотрите, дата производства май 2020 года. Сейчас май 2021 года.
этот антифриз достаточно непопулярен. Но я вам рекомендую заливать именно его. Вес 5 килограммов, объем 4,7 литра. Чтобы подобрать этот антифриз, вам необходимо зайти на сайт, вот этот вот, и под свою марку машины подобрать антифриз и купить соответствующий класс антифриза. Для тех автовладельцев, кто живет в районах, где температура окружающего воздуха опускается минус 40 и более, к примеру, я вам рекомендую брать концентрат или брать готовый антифриз и уже добавлять в него концентрат, чтобы снизить температуру замерзания антифриза, то есть можно было его нормально эксплуатировать. Будет видео по замене антифриза. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, нажимайте колокольчик. Всем пока!